Так, ну что, я приветствую перед рассмотрением. У нас получается пятая серия по Kingdom Deliverance. Сейчас у меня уже прогрузка графики, немножко перешла в стабильность. Вот, давайте пока вспомним, что же у нас происходит. Брат местного короля решил устроить бунт. Для этого устроил резню в городе и добывали серебро. Практически все жители города были истреблены, кроме прям счастливчиков, которым удалось храниться в замке. Мы, в свою очередь, каким-то чудом из этого замка спаслись. Так, чат я поставил. Игра есть? Да. Так, сейчас. Правильно. Приходилось устраивать. Вот. Влажение слегка понизано. Это явно нам добавит 15 рисовки растений объектов. Так, мы продолжаем. Можно тренироваться. Вот. И тем временем у нас было задание принести меч его владельцу, нашему лорду. Но по стечению обстоятельств меч у меня отобрали некие гопники. Вот. Данная девушка Тереза могла меня спастись от этих гопников. И вроде как я уже расплатился за долг или нет. Че, у нас вообще постоянно все работает вообще. Я гейл в принципе включил. Нормально. Вот. Ярко, наверное, да. Надо чуть-чуть делать. Убавить. Так, наверное. Задание, пожалуйста, мне. Ой, я бы секунд вышел на улицу, как истинный игрок, пожалуйста. А где мое все? Подождите. Тереза. Где моя вещь? Вот моя вещь. Я, походу, только проснулся. Ага! Забыл. Картинку я забыл. А почему ее нет? Вот видите, нет. Переход сейчас должно включиться. Видео. Сейчас. Так, взять все. Возьми вещи в сундуке. Это я прям только проснулся, получается, опять. Я еще ничего не расплатился, походу, да? Тереза, скажи мне, пожалуйста, что здесь происходит? Have you eaten yet? Это еще пока.
Not yet. Well, try to eat something. A big lad like you needs his strength. Хорошо. Damn it, I'm hungry. Давайте всех в порядок приведу. Бизон Вархорс, кстати, надо... Блин, а я взял все, да? Как брать бинтоны всякие дополнительные штуки. Вместить. Дела я сейчас... Ну, которые мне не предназначены, всякие карты. Ладно. Остальное вроде мое. Почему все грязное, надо постираться. Вот. Снова сейчас надо будет... Пароль пишу. Давайте теперь приведемся в порядок. Во-первых, доспех. Шоссе. Фенок у нас отдельно. Ботинки. Можно это? Еще пожеванное даже у тебя. Шлем. Перчатки. Сапоги, коев. Ник. Жилет я делать не буду. Нужно, конечно. Так, вот такой наш покемон. Пару репешек. Коренги запасов. Томберга, лук, меч. Короткого почти 6 штук. Даже вот дальнобойный 15. Вот такой у нас. Слоев не хватает. Как еще гранатил есть. Итак, по журналу у нас нужно пробуждение. Мне нужно прийти в замок Беркштайн, постучаться с паном Мироци, сказать ему, что случилось. Это у нас, собственно, про потерянный меч. Нужно поговорить с мельником Пешиком после всего того времени, что я проболел на его мельнице. Он с меня потребует 50 золотых. Кажется, у меня 21 есть. Сейчас надо все в порядок привести. Это реально помогает в торговле. Причем, как я заметил, эти пятна на одежде — это реально грязь, которая отстирывается впоследствии. О, не нужен. Гайд. Дырки не останутся, а вот грязь ее можно смыть, это не влияет. Так. My name's Henry. Thank you for taking care of me. My name's and took care of you while you were alive. That you won't pay for that. If you proved. В прошлый раз я попытался учиться у него мастерству мельника, но лишний раз попытался обокрасть его карман, когда он уже плюнул на мое обучение. Вот, он обиделся, что я ворую у него карман по-настоящему, но в итоге пришлось загружаться. Так. Можно просто заплачу. Look, couldn't I just pay you instead? I'd say you're a fucking ungrateful pup. But if you think you got money to throw around, so be it. You'll pay me the costs and for a whole fortnight of my valuable time. Нет, столько. Это мы сейчас получим с продажи таких штук. Then come back when you have. Debts must be paid, or you can still wipe the slate by doing that little job for me.
Это не интересует. I'm not interested. Давайте так, Farewell. я не буду браться за это задание, но я для себя отметил, где находится этот непонятный труп, у которого есть кольцо, как мы знаем. Мы можем, в принципе, навестить этот труп и просто так, верно? То есть никто же нам не запрещает. То есть и руки будут чисты, потому что я задание не брал. И кольцо не уйдет куда не надо. А кольца не дорогие. Вот. Это у нас, кажется, баня. Если не ошибаюсь, тут бы хорошо себя помыть. Возможно, это реально даст нам профит торговля. Или подожди, это же баня? Ну да, это баня. Я простираюсь немножко сейчас. Мы же идем в замок. Там важные торговцы, умные. I'm interested in your services. And what is it you'd like? Так вот. Get myself fixed up a bit. That can be arranged. 10 золотых. У нас сейчас That's too much. As you wish. довольно большие цены. В прошлый раз мне как-то хватило на все это дело. Походу я тогда сначала не помню, как делать. То ли я меч продал. Чуть-чуть, в общем, мне как раз хватило расплатиться с долгами, еще даже постирать одежду. Ладно, давайте пока попробуем просто накопить нужные нам сколько. Ну, это грошей. Что-то стоит здесь. Дурно. Каждый раз тут прохожу, каждый раз она здесь стоит. И блин, моя же лошадь, она отдала в лето. Осталась рядом со скалицей. Печально. Так, у нас по стриму ничего не лагает, ничего там не тянет. Свидание, наверное, Ники. Чувак, тебе, по-моему, доспехи не прогрузились. I'm Вообще, Henry, когда... son of the Skalitz blacksmith. I'm going to see my liege, Sir Radzig Kabila of Dvoyets. Of course you are, lad. And I'm the Pope. What do you want from his lordship, and what makes you think he'll see you? I may not look the part, but I know about honor and duty. And mine is to tell Sir Radzig what happened to the sword he commissioned. All right then, go ahead. It'll be your skin if Sir Radzig isn't pleased. Да. Пусть проседает. В принципе, это зависит, наверное, от графики, потому что там у меня... Я могу, конечно, сейчас сделать прям совсем. Давайте мы сейчас попробуем перезапустить стрим, чтобы было это самое. Сейчас я качество меню, потом скажем, что у нас поменяется, собственно. Так, трансляцию я перезапустил. Качество должно несколько упасть, но зато FPS должны реально возрасти. Потому что у меня-то, в принципе, получше будет. Реально, конечно, все еще. Как теперь? Но я сам тут, в принципе, 60 FPS не будет. Можно сказать. Но все равно не идеально получается. Надо очень долго оптимизировать такого. Чувак, вот тебе я все продавал в прошлый раз.
Теперь меня само проседает, по сути. Сейчас еще раз крутанем вас. Понизим. Тени мы понизим. Среднюю воду. Не хочу не понижать текстуры. Даться растительность. Пониже. Шейдер. Шейдеры понизим. Хорошо так. А ты. Даже были шейдеры на ультра, да? На высшие. Так, мы сейчас прогрузим, потому что очень сильно. Микрофон, конечно, просядет. Продолжим. Полагает и чуть поживее. Не сильно нам помогло. Jesus Christ be praised. Чуть поторговать. Значит, чувак, у меня есть такие вещи. Найти плохую стрелу. Хотел успехи. Жилет тебе на перчатки. Пояс. 34 я получу уже. С моей 21 у нас будет 54. Спирт я продаю, мне он не нужен. Винцо. Вино нам пригодится в качестве воды, наверное. Иное. И повязок я продам. Всем ваши использовать я их, в принципе, не умею. Того на 49. В принципе, мы уже отбили все, что нам было нужно. По оружию тут понятно. Купить бы что-нибудь, на самом деле, нам 20 золотых есть. Можешь предложить. Стрелы. Стрелы, наверное, дорого будет. Раньше стрелы, по идее. Стрелами-то я пользоваться лишнего. Так он их как бы примеряет. Можно посмотреть, но за не видно. Выглядит. Спасительный шнапс 74 на покупку. Кстати, вроде как вышел патч, который позволяет настраивать то ли сложность, то ли. То есть разработчики лопата. 124. Который позволяет немного сложность простить. И послушали, короче, торговаться. Там монетку видим. I'd like to discuss the price. Разработчики послушали желание игроков. 50. Давай, что там, плюс-минус 5 монеток. Ну что-то тоже вот нужно. 55, ну как такое? See now, I knew we'd come to an agreement. Видишь, это игры 49 с половиной. Ну, можно же чуть побольше было. Так, теперь. Так. Все-таки беда здесь с сохранениями очень-очень дикая. С одной стороны, если вы хотите играть в это, там нужно отыгрывать роль. Если у вас не удалось украсть или кого-то убить, должны с этим смириться. Заплатить штраф, посидеть в тюрьме или что-то в этом роде.
и жить с теми результатами своих действий, теми отношениями, которые в итоге у вас получится. Именно на это все было запланировано. Ну, блин, так не получается проходить игру так, как хочется. Сейчас мы разберемся с этим квестом. Бы как-нибудь лук прокачать. Потому что стрельба без лука, стрельба из лука у меня вообще печальная. Как это прокачивать, я не знаю. Надо чаще бегать. Чаще бегать и, наверное, прыгать, потому как я носился за парнями возле скалец, не прокачала стамину очень круто. Берегу реки. Так, товарищ Мельник, я возвращаю свой долг, который был мне замечательно спижен с тех трупов. Пойди. Мешок-то остался. А у меня есть гроши, чтобы расплатиться. I've got the money to pay that debt. And I was afraid you had a chamber pot for a head. Hand it over. That job's still going, if you're interested. I'm not interested. Вот у нас, собственно, чуть не взломают замки. Простите, что в других мельниках. Что мне? Зачем мне кому? Что это вы делаете? Я мне просить чем-то отказался, расскажи мне. Вот в чем вот этот смысл этой фразы? Ты меня просила, а я не хочу. Ну, не других мельников. Can you tell me something about the other millers? There's a couple of other fellows around here in my trade. Woodsek in Kohelnitz and Simon in Sassa. Ой, что за Войтек? Tell me about Wojtek. He's young and hot-blooded with a short temper. But he's a fine fellow when you get to know him. His heart's in the right place, and he's always willing to lend a helping hand. Unfortunately, he got himself into a feud with that usurer, the merchant Wolfram Pruder. A slimy bastard he is. And now they're sworn enemies. А что за старый Симон? What about this Simon in Sasau? An odd one he is. A loner who don't talk much. But he's as dogged as a hunting hound once he gets his teeth into anything. He won't let go until he sees it through, even if he has to walk over dead bodies. В вашем мельничном деле это такое, да, важно. Я не буду ничего не просить. Этот получался у него, конечно, взламывать его в карманном краже. Его в мельничном деле в итоге получилось, как мы знаем, в прошлой серии, не очень. Так. Есть ли смысл сейчас говорить с сэром Рациком? Меча-то у меня нет. Хочется ему на глаза показываться. Вроде бы квест обязывает, но у меня, наверное, нет информации насчет того, где, собственно, этот меч искать. Маркер для сведения. Переход. Ага. Это легенда, но она не нужна. Закройся. Журнал. Это у нас длинная работа. Нравится к подштампам. Верни себе меч отца. Найди Макфорта фон Аутлица и отомсти за своих родителей. Который украл меч моего отца, я знаю. Прозвище Крат. Лишь что он знаком с
с бычком и скалится. Даже найти Марков стоит, там стоит родители. Да, у меня есть контракт на оленя. Да, в Тернберге. Пошло. По сути, мы не сможем как его найти, пока не поговорим с Рациком. Я думаю, Рацик будет очень доволен. Я хочу видеть шанс по голову. Яд. Ну, мало. Че? Что мне, по сути, ничего. 60. Придется что-то покупать. Что у нас и проблемы с покупкой. Да. 6? 6, в принципе. Меня бесит нас. Еще пора. Шел, поел. То самое. Очень. Торт. Прогрузил. Тень не может найтись до конца. Головы. Если. Чувак, меня совершенно не волнует ваше мнение насчет того, что мне проходит. Не ваш стиль. Я играю не для вас. Так, подожди. Что оно? Это, собственно, второй гараж. Чувак, чем торгуешь? Good day to you. Так, что есть торговля? В принципе, то же самое. Что же торгует? Нет. Равно все это. Критик, наверное, штука наказуемая. Нравится, ребята, не смотрите, вас сюда. Дело добровольное. Самое.
Много чего интересного. Это навряд ли все дома имеют полную нагрузку. Наверное. Чума. Похоже на замок. Стенки, в принципе. А, ну это в принципе ремесленники чисто такие ордовские, которые живут, как у нас батя жил. Именно за стенами уже. Там совсем за стенами. Да. Здесь какие-нибудь бафы, если я сейчас молюсь. Кембридж. Точильный круг. И треть можно. Здесь. Может, на стрельбище можно поучиться у кого стрелять из лука? А, вот. Это стрельбище, да? Под мостом. Да еще поди попади. На стрельбище-то. Здоров. Как дела? Норм, да? Ну ладно. Вот стражник. Никого не пускает, всех досматривает. Счет всех интересуется. Работу свою любит. Думаю, мы где-то... перехода. Не будешь против, если я дойду? Я лорд еще есть? Подскажешь? Рации. По-моему, не совсем там. Это в замке, конечно, но... По карте у нас где? Такое. Он где-то в другой части замка. Как, блин, надо было сразу смотреть, как туда попасть. Пойдем. То есть он прям еще в самом начале был, получается. Да. Давайте обратно. Он из космоса. Ну, смотрели. Верно. Что так? Аня, что ли? Понимать. Хорошо, что ты резвонишь. You're a good Samaritan. Thank you. Так. У нас прямо. Да? Да.
Настя. Попасть. О. Oh, Да. Подожди. Ты где? Я вообще ни разу не видел, как заходил, он всегда шел туда наверх. Вот оказывается, вот еще домик для гостей. Там замок. Так, по крайней мере, из основных его частей. Здорово, мужики. Такое дело. Как дела? Could that be the smith's son, Hal? on my soul. It is him. What are you doing here, lad? We thought you were done for. Мне напали разбойники в Скалец. Bandits attacked me in Skalitz. And why, for God's sake, did you go back there? Who Прямо. else but cutthroats and bandits did you expect to find? I needed to bury my parents. Oh, I see. Your father fought like a lion. I'm sorry. He saved my life. And not just yours. He was a good man, and you did right to bury him. I didn't even manage that. I failed to save him or put him to rest. And just what could you have done at Skalitz? If you tried to fight, the both of you will be dead. He gave his life for yours, Hal. So you'd better make good use of it. You're right. And just what are you doing here? Придется с сэром Рацлем через что-то. I must speak with Sir Radzik. Is he here? He's in the palace with Sir Hanush of Ratai. They're feasting in the Knight's Hall. What do you want with him? My father made him a sword. He asked me to deliver it to Sir Radzik. I don't see any sword. Ну да. No. Bandits attacked me and stole it. I need to tell his lordship what happened. And then I'm going to find the sword. Of course you are, Hal. Good luck. Thanks. Рацик был доволен. Давайте хоть познакомиться с местным лордом. Стрелай здесь. What is it? Есть. What are you doing? Здесь. Вроде да. Тут закрыт. Да нет. Да. Так что не в этом. Ты мне с тобой поговорить? Показывай прямо на него. Куда они выше сидят. Как бы... Это... Ага. Пришли. Рацик будет недоволен тем, что поперся в Скалицу, тем, что потерял меч. Вообще. Your Graces, I have to tell you in all seriousness that this land of ours is in the shit. Deep fucking shit. Don't you agree? I might not have put it as eloquently as you, Hanush, but I've been driven out of my own castle, so I'm hardly going to disagree. Indeed. But Pirkstein is yours for as long as you need it. There's room enough for your men and you here at Rattay, and I'm sure my ward won't have any objection to me lending you his castle. I'd be honored. Pirkstein is at your disposal as long as you wish, Your Grace. Just as well you have another castle at the other end of town, eh? At any rate, I'm beholden to you, Sir Hans, and to you, Sir Hanush.
I don't like to speak ill of your people, Sir Radzik, but, well, there's no love lost between the townsfolk and the refugees. There's been talk of criminality. Well, they'll have to get used to it until the situation's resolved. But when will it be resolved? And what on God's earth is this war even about? I won't lie, sir. I don't understand it. You aren't alone, Father. I believe Sigismund's original intention was to persuade Wenceslas to accept the imperial crown and to leave the rule of Bohemia to him. Who could blame him? I know Wenceslas is a friend of yours, Radzig, but even you have to admit he brought it upon himself. I can't deny the king neglected affairs of state for other pursuits. There is a need for order in the land, but I don't think the lords who sided with Sigismund realized just what Hungarian order looks like. Hungarian order. What concerns me, sir, is how a good Christian could resort to such brutality. To give him his due, I don't think he expected the lords of this country to stand behind the king. But thanks to him, we're tearing ourselves apart, and now he has to get things under control. But why in God's name does he have to use those barbarians? Money is the root of all evil, young sir. Wars are costly, and this one has dragged on for a year. Sigismund ran out of coin for knights, so he recruited those whore sons that settled in Hungary. The less he pays, the more they make up for it with plunder. That's why he attacked us. He was after our silver. Здрасте. What are you doing? You've no business here. Clear off. Wait, it's Henry. Henry, who disappeared after I clearly ordered him to remain at Townburg. I'm sorry, sir, but I had to bury my parents. Had to? Do you think you were the only man who lost someone there? But the others listened to their lord. And it wasn't just your own life you nearly threw away. So Robard and his men risked theirs to save you. I'm sorry, but I had to. Oh, there you go. When you have to, Radzig. Your father was a remarkable man, and your mother, she was remarkable too. They deserved a Christian burial. Did you manage that at least? No. I was attacked by thieves. I wouldn't be here now if it wasn't for that girl. Girl? The miller's daughter, Teresa. The miller's daughter saved you from the footpads? Well, there's a tale to tell your children. I owe her my life. She distracted them and then brought me to Ratai. But without Sir Robard, we'd both be dead. Oh, that's what I call a good woman. Hang on to that one, lad. Still, it's a great shame your parents are buried in unconsecrated ground. That means purgatory for them. Be quiet, friar. I didn't invite you here to eat me out of house and home and deliver a sermon while you were doing it. If you're so concerned, Father, maybe you should save the innocent souls of these fine Christians yourself. Go to Skalitz and consecrate their graves. I assure you, if you're killed by bandits, your soul will soar straight to heaven, as long as someone buries you in consecrated ground first. If there's anything left to bury, that plump carcass of yours would be quite a feast for the wolves and the crows. And one skeleton looks much like another, so how would we know which were your ordained bones or those of Sigismund's Tartars? Be that as it may, why have you come here? I must get your sword back. Sword? My sword hangs here at my side. No, the sword my father forged for you. One of those thieves stole it from me. They almost killed him and he already wants to go back. Takes after his father, I suppose. Lad, I've lost a castle, a village, silver mines, and a good half of my subjects. Why would I miss one sword? Because it's the last one my father forged, and I promised him I'd deliver it to you. I understand. I'd feel the same way. But prudence is the better part of valor, and a dead man keeps no promises. Aye. The woman had to save his fat from the fire, and now he wants revenge. What kind of fool are you, boy? He's no fool. Henry, you have courage, but you need training, arms, a horse. Or do you mean to beat this thief at dice? No, sir. Please, take me into your service and give me the chance to learn these things. The gall of him. Fled from the enemy, disobeyed your orders, duped Sir Divish, lost your sword, put Sir Robard in danger with his actions, and now he wants a promotion. Robard's right. What you say is certainly true, except for fleeing the enemy.
you would have run as well. Believe me. Henry's earned some punishment, but how do you punish someone who's already lost everything, Courage and blind obedience are good qualities for a soldier, but a wise man also appreciates loyalty, perseverance, and determination. Besides, that was a fine sword that his father made. If he thinks he can get it back, I won't turn it down. My lord, he's a peasant. You can't make a squire of a peasant. Why not? Someone made a priest of a pig. He isn't a peasant, father, he's a blacksmith, and recent events have left me in need of his skills. So, you'd like to enter my service? Sir, yes, I would. You won't regret it. I probably will. I'm doing this for your father, lad. Don't disappoint me. Oh, fortune has finally smiled on you today, lad. Make the most of it. Now that I think about it, Sir Hanush, the boy needs training and experience, and you need spear carriers. That's true. The bailiff is always complaining about your people making trouble in the camp. Maybe one of their own among the guard might help. It might. In any event, it will prove valuable experience. But let's be clear, you're the one paying him. Captain Bernard, see to his training, and then send him to the bailiff. Yes, sir. And don't spare him. You can rely on it, sir. Don't forget, Henry. Don't disappoint me. I won't, my lord. По поводу патча. Черт его знает по поводу патча. Я не вижу никакой разницы. Даже, по сути, понятия не имею, что должно было преподнести. Небольшое упражнение поговорить с сотрудником Бернардом. Там еще было выполнены квесты, да, наверное? Его очень нелегко в бою. Бернард желает, чтобы я поучился сражаться у сотни гарри по имени Бернард. Бернард, кто интересный, был известен своим грубым нравом, и я вовсе не уверен, что он будет очень рад тому, что пан Рацик принял меня. Так, перейти довольно далеко, аж на ту сторону. Давайте. Приступим к обучению. Конечно, есть там свои. Два, наверное. Битых даже больше. Бандиты. Но бандиты не солдаты. Успехов-то на них нет. Говорят, тут могут оштрафовать за то, что ходишь ночью без фонаря. Очень печально. Нет, люди реально ходят с фонарями. Тема. Наша работа. Позже. Наверное, плохо вижу. Почему? Так, мы уходим. Уходим, да. Я сейчас факел, я буду видеть еще меньше, чем сейчас.
Он меня и будет слепить. Да в том, что сейчас уже темно. Лагерь. Лагерь. Сохранить игру. Вот это нам, наверное, сейчас не нужно как раз до утра. Да, пожалуй, так мы и сделаем. А утром начнем наши тренировки. Игра сохранена, и это замечательно. Персонаж мой явно голоден. В таких местах расставлены замечательные котлы. Только сейчас я узнал, где у нас ротая. Ямки-то перед замком замечательные просто. А вот, собственно, ресталище. Ресталище. А где ресталище? Парень должен быть здесь. Я здесь, ну, парень, наверное. Этот тренер, который... Вчера. Так, неследованное место. Работа. Много всего. Много. Парня нет. Она в такой район пойдет тренироваться. Давайте пройдем дальше, посмотрим, что у нас там за дома. Там есть квест. Здесь тем не менее. Лай-лай. На свободу. Скрайни. Торы. Са.
Весьма разбитое колесо. Временно. Конечно, опять. Так, где? По-моему, идем внутрь. Там. Решили. Чумарь. Говорят, у тебя есть работа? My respects to you. С помощью не нужна. Do you know if there's anyone around here who could use my help? Aye, there could be something for you. Bertold, our local gamekeeper, was looking for help with something a while back. Why don't you ask him if he still needs help? Угу. Хорошо. Ну, есть у меня ничего нету. Есть у меня ничего нету. Слушай, Кочмар, у тебя ж есть какие? Да, там? Что-нибудь, что хранится нормально. Хлеба. Вагон, одромайонь. А хлебка. 9. 7-1 за сыр. Так, раз. Хлеба, солонина, 7,8. Чуть-чуть. Самая каша, вот это наша. 3. Распорится быстро. И крендель. Чтобы был небольшой запас. Так, а больше ты ничего не торгуешь, да? Чуть сделать прям так. Спасибо. Пока не надо. Пока. Интересно, да? Тренер там проснулся уже, нет? Овчий. Овчий. Может, где-то здесь? Или ловчий? Стянем. Ты пойди его найди. Бернард, не понимаю, можно ждать. Что должен быть здесь, а мне с ним поговорить сначала надо. И пришел, общайся меня. Он идет. Возможно. Ждем. Тут не похож. Мало ли. В шапке я его могу и не узнать.
А, ну, собственно, это он и есть. Им-то я читал. Ну, чему обучать будешь, товарищ Бернард? God be with you. А можно спросить? Не знаю, что мне можно спрашивать. Обучай меня. I'm here for training. Что учиться? Yes, you're that boy Sir Radzik said. Он самый, я мальчишка. Да, он самый. Yes, that's me. Let's get to it then, since that's what Sir Radzik wishes. And because you've never held a sword in your hand before, we'll start with something simple. Чем сама ходов? Он же у нас Come мастер. with me and listen closely. I don't want to be repeating myself. So let's see what you're made of. Hold it properly and keep moving. Never stand still when your life depends on it. Right, good. Now try attacking. You've got to put your back into a good slash. No use waving the sword around like you're swatting flies. Go into the attack with your whole body. Try slashing from various sides to get used to it. All right. Nice. All right. Good. Very good. That pointy tip isn't for decoration. Try stabbing me with it a few times. Very good. Well done. Nice. Получаемся. Slashing, stabbing, and movement are the foundations that you build everything else on. Now, let's try something more complicated. One strike, I can simply fend off. You mustn't give your opponent time to react. String your strikes together. As soon as you finish one, begin another. Strike, strike, strike. Ah, that's it. Very good. Very good. Now let's see how you do with defense. It's not hard to block a basic strike. Just watch out and move your sword into the path of the blow. No, that's not it. No, again. А, господи, держись. Again. All right. Well done. Good. Very good. Very well then. Let's see what you're made of, lad. Come at me and don't hold back. Oh. Good strike. Так, отходим. На. See, I lure you, then attack unexpectedly. Это давно бичи. Good hit. Он не дает передохнуть совершенно. Fine enough. You're not a complete dead loss. It'll be hard work to turn you into a master, but you have the basics.
Let's try something more advanced. When in combat, keep an eye on the space between you and your opponent. That is your space. Try to attack from the side the opponent will find harder to block in time. If I'm holding the sword raised up, do an uppercut. If my sword is low, lunge. Let's try it. You strike a few times at the side where I'm not holding my sword. All right. Not bad. Good. Very good. Nice. Right. Lesson 2. Everything you've learned about blocking is wrong. When I cover, I can simply fend off your blows with my sword and gain control of the space between us. It's better not to control just the space, but actually your opponent's weapon. Attack, and I'll show you. Ow. All right, that will do. Now you. The trick is to stay in your stance. As soon as I start to attack, you block. The move knocks the blade aside. No, not like that. You mustn't hold the sword there. You have to move along with the attack. Again. Not bad. Ow. Well done. Ah, that's it. Ah, that's it. У нас все-таки дает. Very good. Right, now we'll try it a little faster. Concentrate and block just at the moment I start attacking. I'll strike you from above each time so you can see it well. Too soon again. Ну, блин, я думал, не будет замедления. Ah, that's it. Good. Ow. Nice. Try and catch the rhythm. You see the sword move, you move at the same time and deflect it. Ow. Ah, that's it. Good, good. Now let's try it at full speed. You probably won't succeed, but that's normal at the start. You must train. Let's go. Давай. Ow. Ow. Так, мы пока только парируем. Блин. Wait a while, Henry. Тащил меня просто. Что происходит? Вот. Greetings, Sir Hans. What brings you here? I was on my way when I noticed that you're entertaining Sir Radzig's esteemed guest. Not the same as holding a hammer, is it, blacksmith? It's Sir Radzig's orders. I know. I'm actually here to train at the archery range. My hand's grown heavy lately. You don't mind, do you, Bernard? Not at all, my lord. Good day to you, blacksmith's boy. Try not to hurt yourself. Where did we finish? Yeah, leading the opponent where you want him. There's one more way to evade a strike. You simply step aside, attack, and I'll show you. What is it? Some visitation by the Holy Spirit? All right, try it.
It's important not to move too soon. I'll see where you're going and hit you. If the same will happen if you move too late. I'll attack slowly now. As you see me, raise the weapon, jump aside. You'll throw the opponent off a bit, and there's your chance. Ah, that's it. Not like that. Надо поднять оружие. Wrong. Надо оружие поднимать. Fine. Try it a little quicker. Try and get used to the rhythm. Never take your eyes off your opponent. You'll see a strike before it's even properly started. Что-то не понимаю, как это работает. Ну, получилось. Ah, that's it. Good. And the last thing for today, a trick. You raise the sword to force your opponent to block, but then change the direction of the attack at the last moment, and the opponent won't even know what hit him. Try it. Draw back the weapon, then change the attack zone and strike, so I don't have time to react. Нет. All right. Not bad. Good. Very good. No, again. Nice. Well, now, that wasn't too bad. Maybe we'll make a soldier of you after all. But don't get cocky. You have to train hard and persistently. You might have talent, but talent alone won't do. Practice. Ну, тут так много бандитов в этом городе. Don't leave yet. So Radzig also wanted me to teach you archery. Come with me. Это очень полезно. Теперь вы учиться у того юного лорда. Наверное, вообще не хватит ловкости. Хотя, в принципе, прокачал ловкость совсем недавно. Может быть, не удастся что-то с этим сделать. Что это? You all know what happened there. Help your neighbor. Темные беженцы. А, вижу он практикуется. Вот это. Смотреть пришли. Какая же класс. Игра сохранена отлично. Им же, наверное, скоро он заканчивается. Вот у нас вообще час, наверное, прошел. Take this bow, go and stand in position over there. We can start. And another thing, put on this arm guard.
Without it, you could flay your forearm with a bowstring, so be sure to wear it. Thank you, Captain. Save the thanks and get in position. Наручи. Now concentrate. A bow ain't exactly the weapon of choice of a knight, but it can come in very handy. You've got two bandits coming at you from a distance. You shoot one in the eye, drop your bow, and draw your sword on the other. Emperor Charles, God rest him, encouraged his subjects to learn archery. He even organized contests in Prague. If you wouldn't have gotten far there, you're holding the thing like a piece of firewood. But enough talk. There's the target. Try and hit it. Draw the bow, aim, and release. Try to get a feel for the rhythm. Inhale on the draw, hold your breath for a moment, and then release the string. No jerky movements. Just let the string slide out of your fingers, as if you were about to draw it back more. It's all one movement. The arrow aiming at the target and flying at it. Shoot away. What you have there is a training bow. The arrow drops quickly. Once you've trained a bit, you can get yourself a better one, and then those arrows will fly so fast you won't see them. Don't forget the arm guard. Once you've mastered... Мысли. Well, that was awful. I didn't imagine a village yokel like you would have much skill, but you failed to meet even my low expectations. I don't know why you're wasting your time, Sir Bernard. Nothing will come of him anyway, and at the first sign of trouble, he'll run away like any other cowardly peasant. After all, he's done it before. What did you say? Calm down, boy. Keep in mind who you're talking to. A braggart who was born with a silver spoon in his mouth. Now, you've really done it. You'll go to the stocks for that. Calm yourself, Sir Bernard. If the blacksmith boy feels he can prove himself, then let him try. Do you think you can beat me? Well? Any time. Very well. If you defeat me, I'll give you my bow. If you lose, you'll have to pay up. Do you even have any coin? I don't have enough. Then you'll owe me or work it off. Let's get to it. Ну да. Что же так выносит-то, ну? Один, да? Да. Беда. Congratulations, Sir Hans. Nicely shot. Thank you, Bernard. It seems I get to keep the bow. So, blacksmith, do you know your place now, or do you need more reminding? Sir Hans, is this necessary? Sir Hanush has already had words about you fighting with your subjects. He explicitly told me. I know what he told you. You can just tell him I didn't listen to you. So what's it going to be, blacksmith? If we must. Excellent. Then let's go. Мешок стенам датчиком. Так, ну, по крайней мере, здесь у меня есть какой-то шанс. Yabat! No!
Так, ну уже лучше, да? Да блин. Зараза, а? Show what you're made of. Да ты задолбал. Had enough? Давай еще. Что-то очень плохо работают эти уклонения. You think you'll... Ow. Да блин, зараза. A second defeat, Blacksmith. You still have a lot to learn. I suppose I should give you credit for taking on my challenge, despite your limitations. Thank you, sir. You owe me now. I hope you keep your word and bring me coin when you have it. Блин, ну у меня почти начало получаться драться. Он мне сломал успех, скотина. Don't fret about it, lad. Lord Capon is a good swordsman, and if by some fluke you actually won, well, he might not take it so well. Now go to the rat house. The bailiff's waiting for you there. All right, Captain. Говно, короче, весь. Приведемся в порядок, насколько это возможно. Ну, по крайней мере, я был близок к тому, чтобы
научиться. Вот я, может быть, даже мог его удалить. Очень странно работает уклонение, если бы это была какая-то отдельная кнопка, это именно надо поднырнуть вовремя. Это как-то очень непривычно. Работает оно с лагами очень хорошо. Так, это у нас ничего не позволяет брать полезные штуки. Илан. Могильщик. Вероятность победить своего противника в клинче на 40%. Вот этот нам было очень надо. Я, пожалуй, возьму. Смотреть. Людьми. Вот это вот принял. Чтобы хоть как-то иметь перед нормальными благородными людьми. Так, вылечу. Орд гнева. Оружие, длинный меч, рубящий, колющий. С помощью стремительного удара гнева и стыки быка превратить со своего левого плеча удар противника в бок и делать укол прямо ему в грудь. Чтобы начать удар справа, нанесите противнику внезапно удар в лицо. Также вокруг его оружия. Ударьте врага концом, если у вас еще есть щит, ударьте врага. Чурбич. У нас таки появляются некие цепи. Взял цепь с колющим. Потому что я очень часто начинаю с колющего. Правый, левый, правый. Потом еще взять. Чурбич. Так, ну база не нравится. Так. Блин, ну на самом деле, пока я слушал его обучение во время стрельбы из лука, я думал, он договорит, а потом я начну. Вот нифига, надо было, собственно, начинать, и в итоге они все обиделись, потому что я вообще ни хрена не умею. Было очень печально с их стороны. Вот, это было очень обидно. Эта игра, она не дает таких поблажек совершенно. То есть мне пришлось обучаться уже на соревновании, когда они поссорились. Это было вообще не то. Но с мечом уже хоть что-то у меня начало получаться. Очень забивает то, что парирование включает slow motion. Очень сбивает. Это сбивает темп. То есть, как человеку, наученному играть Dark Souls, такие поблажки, они очень плохо сказываются. И потом уклонение работает именно на тайминге. Дать пинг очень сложно. Так я не понял до конца, как это работает. Kettles for water, baskets for goods, and torches for the night. I had it all. Да.
Put that weapon away, damn it. Оружие, ты че? You better put that weapon away, or you'll be asking for trouble. Это здесь надо. Окей. Цель? Чем? Чешский стол. Полагаю, еще здесь же у нас портной. Прямо что ли мне надо будет обратиться, товарищ офицер? Рихтарш. Товарищ Рихтарш. My respects to you. Здрасте. На службу Рихтаржа. Да. Чти. Что-нибудь меня чти. I want to learn to read. Who should I go and see? There's a retired scribe in Uzhitz. He could teach you. Чего не существует? Кажется. I'm to put myself under the bailiff's command. Ah, so you're the young man Sir Radzig appointed. Yes. Very well. Sir Radzig asked me to test you a little, and as it happens, you've come at the right time. We've a few disputes to settle. It seems some of your former neighbors have been acting quite inappropriately. I was hoping having one of their own on the town watch might help sort things out. Чего у нас? Ну, слушай, типа я... You can count on me, bailiff. You're certainly bold. I like that. Have you been to see Captain Bernard? Да. Я назвал сотник меня не взлюбил, я даже не устал. Мне пришлось. I have, and I have the bruises to prove it. The captain doesn't hold back. The harder the training, the easier the battle. Well, anyway, you're going to assist my town guard. Come to the church in the afternoon. Yaroslav the watchman, Nightingale they call him, will wait for you there. He'll show you around the town and teach you a little about keeping the peace. And you need to stop by the armory to pick up some gear. Yes, bailiff. Master Bailiff, is there anything of interest going on here? Nothing of interest to me, thank Christ. Я сохраняла. Так что у нас по стриму? 1,5 часа. Я думаю, мне не удастся найти более удачный сейв, поэтому на этом мы, наверное, будем заканчивать. Но сейчас мы еще немножко посмотрим, что у нас по следующим заданиям. Снаряжение, заступив в дозор с Соловьем. Порвали по ком-то. Давайте зайдем в оружейную, посмотрим, что там есть. Есть движение, есть. Где мы там берем? Талмберга. Талмберский. Так, что у нас от... Вау. Чтитель порядка. Послужить каратайскому экстажу. Он хочет, чтобы я отправился вместе с срочником. Соловьем. Снаряжение в арсенале. Скрытого семьи. Чего? Днем. Чтец у нас в Ужицах. Мы явно не попадаем.
Давайте добежим до оружия и посмотрим, что там есть. На этом, наверное, будем закругляться. Сейчас сейф на все равно только здесь. Конечно же. Надо приучать себя играть от сейва к сейву, иначе стыдно. Оружие. Ром. Лови. Ром. Here I am. My name is Henry. We're supposed to go on patrol together? You're too early. We'll meet in the afternoon down by the church. All right? Что по снаряжению? Что у нас? Снаряжение. I was told to pick up a kit here. Name? Henry. And? In fealty too? Sir Radzig Kobyla? Yes, I've got you. Well, come on in then. Make yourself at home. Henry. If my memory serves me, you're entitled to a helmet, a gambeson, and a club. That's all? You want a kiss and a hug as well? I mean equipment. It's quite enough for patrolling the town. You're there to stop trouble, not start it. Подбитый доспех. Шлем. Больше у меня есть получше. Также дубина. Если я сломал. Ну, в принципе, доспех мы уже исчерпал. Шлем у нас новый теперь. Какой мне нравится больше. Ощущает получше. Язык, который разрешает предплечье бойца помимо четверки. Почему бы и не так? Четверку тут ударить. Хорошо. Ощущает ни разу. А, либо латные налокотники. Чаще локтя. Даже. Очень было. А эти-то получше будут, да, даже. Там дали, ну. Очень легкий. Получше будет, наверное. Что, на этом все? Конечно, в следующий раз. Спасибо. Да. Deliverance.
pity on me, a poor wretch. Sigismund and his murderers took everything I had. Трешки. А на этом все.